Всем привет, дорогие наши зрители! Сегодня готовлю невероятно вкусные и сытные голубцы с грибами и пшеном. Такие голубцы всегда готовила моя бабушка. Меня научила, а я хочу поделиться с вами. Начну с подготовки капусты. Ножом удаляю кочан, вырезаю, насколько это возможно. В кастрюлю наливаю сначала немножко воды, добавляю соль и в кипящую воду аккуратно опускаю капусту. Теперь добавляю еще воды и накрываю крышкой. Так как у меня кастрюля не слишком большая и капуста не полностью в воде, время от времени поворачиваю ее, чтобы со всех сторон она стала эластичной под воздействием кипятка. Когда листики стали помягче, поддеваю их ножом, где нужно прорезаю. Затем капусту полностью прокалываю ножом и приподнимаю ее, чтобы снять листья. Но будьте очень аккуратны с этим трюком, чтобы капуста не слетела резко с ножа в кипяток. Таким образом снимаю листья и оставляю на короткое время под крышкой. Убедившись, что листья хорошо сгибаются, выкладываю на тарелку, не даю им перевариться. Пока капустные листья остывают, приготовлю начинку и подливу. Пшено промываю и заливаю кипятком так, чтобы вода его покрыла. Отставляю в сторону. Беру 4 луковицы, 2 пойдет в начинку, а 2 в подливку. Лук и грибы нарезаю мелко. Грибы делю на 2 неравные части. Часть, которая поменьше, пойдет в подливу, а вторая часть, побольше, отправится в начинку. Также понадобится морковь, ее натираю на мелкой терке. Теперь готовлю начинку. В горячее растительное масло высыпаю лук, слегка припускаю его, затем туда же отправляю морковь и все вместе на небольшом огне обжариваю. В обжаренные овощи добавляю нарезанные грибы. Следом пшено, предварительно слив с него воду. Перемешиваю, накрываю крышкой и протушиваю все вместе минут 10, время от времени помешивая. По ходу добавляю соль, перец. Начинку перекладываю на тарелку и даю остыть. Теперь также мелко нарезаю лук для подливы. Грибы выкладываю в горячую сухую сковородку. Когда влага с грибов выпарится, добавляю масло и отправляю сюда же лук. Солю, перчу, добавляю прованские травы и вместе все обжариваю до золотистого цвета. Затем добавляю томатный соус и выливаю водичку. Пробую еще раз на соль и довожу до вкуса. Соус готов. Небольшую его часть выкладываю на дно посуды, в которой буду запекать голубцы. Беру остывший капустный лист, разрезаю его пополам. Он достаточно мягкий, не переваренный. Вот эту жесткую часть листа удаляю. И начинаю формировать голубцы. 1 столовую ложку начинки выкладываю на лист и вот таким образом сворачиваю. Есть несколько способов формирования голубцов, но мне привычно таким способом. Так делала моя бабушка и делает моя мама. Такой способ и я вам показываю.
Теперь, когда все голубцы в форме, выкладываю сверху всю подливу. А в сковородку наливаю немножко кипятка, проворачиваю ее и выливаю на голубцы. Форму покрываю фольгой и плотно прижимаю ее к бортикам. Ставлю готовиться в разогретую духовку до 180 градусов, примерно на 40 минут. Затем аккуратно снимаю фольгу и запекаю без нее еще минут 15-20. Вот и все. Голубцы готовы. Потрясающий аромат, невероятно вкусные, простые в приготовлении и очень сытные. Подаю на стол горячими. Всем желаем приятного аппетита и хорошего настроения. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые вкусные рецепты. До встречи в новых видео. Всем пока!